Не думал я, что получится записать это видео. Тем не менее, последние несколько месяцев чуть не каждый день мне пишут о том, что это за плюшевая хрень, что за такая лабуба, почему они везде, в чем смысл, что происходит. И приходится каждый раз на это отвечать. И на самом деле за этим персонажем стоит очень интересная история. И история о том, как настоящее искусство попало в мейнстрим и что из этого получается. Меня зовут Сергей Сафонов. Последние 20 лет, даже с лишним, я занимаюсь персонажным дизайном в виде скульптур. Называйте их как угодно. Дизайнерские игрушки, артой, софуби. Но это для меня не просто предметы на полке или предмет коллекционирования, а еще и творческий язык, при помощи которого я создаю собственных персонажей, организую выставки, собираю какие-то комьюнити. И да, я тот человек, который может часами рассказывать о пластиковых игрушках, как о произведении искусства. И по всему поэтому я вижу лабубу как совершенно отдельную интересную историю, которую неплохо было бы рассказать. Так, почему же лабубу это интересно? Начнем с самого главного, с человека, который это создал. Зовут его Касин Ланг. Это такой гонконгский художник, иллюстратор, мужчина 72-го года рождения. И когда мы смотрим на его ранние работы, мы видим красивые книжные журнальные иллюстрации в пастельных тонах, а также его серия, которая называется Toy Forest, о которой мы говорим немножко дальше. В них уже проглядываются те черты, которые мы дальше увидим в лабубу и прочих монстрах, которые он создавал. Это вот эти заостренные ушки, странные гримасы и так далее. Но теперь мы видим, что его стиль немножко изменился. Теперь Касин Ланг рисует монстров, но не как злодеев из фильмов ужасов, а как зеркала наших внутренних состояний. Стилистически и повествовательно это очень похоже на то, что рисовал Морис Сендак. Его книга «Where the Wild Things Are» или «Где живут чудовища», в которой он показал интересный феномен, что монстры — это не то, что стоит бояться, а то, что нужно принять в себе. И вот Касин Ланг работает с той же самой идеей, но своими собственными средствами. Ну что же, если такова его графика и иллюстрации, то каковы же его картины? А картины эти намеренно грязные, неаккуратные, чем-то похожи на Жана Мишеля Баски. Вы можете сами сравнить то, как они сочетаются друг с другом. И его картины — это символьный графический язык, где центральное место занимает персонаж. Это небрежность, это не неумелость или нарочитая неумелость. Это не недостаток техники, это эмоция. И когда ты рисуешь эмоцию, она не может быть идеальной. Она колючая, размазанная, какая-то странная. И вот эти его монстры, они не рассказывают историю о внешнем мире, они говорят о том, что происходит внутри. О тревоге, об одиночестве, о радости, злости. И поэтому лабубу — это не просто персонаж с биографией, не просто игрушка, а это эмоция, которой дали форму. Но самое интересное не это. Самое интересное, как художник-одиночка с тонкой философией попал в тираж и торговые центры по всему миру. И здесь ключевую роль сыграла компания How to Work, гонконгская продюсерская компания. How to Work — это не просто производитель игрушек, а скорее творческий инкубатор, который позволяет художникам максимально бережно и честно донести их эскизы и идеи из мира фантазий и концепций в реальный продукт на полке магазинов. В моей коллекции есть несколько образцов, произведенных компанией How to Work. Я вам сейчас их здесь продемонстрирую. Это самые разные авторы, самые разные техники исполнения, самые разные годы производства, но объединяет их примерно одно. То, что это не работа, сделанная под копирку, а каждый раз уникально реализованная, красивая, творческая концепция. Я видел, как работает How to Work с разными художниками, и они не просто штампуют фигурки по эскизам, они становятся соавторами, помогают найти правильные материалы, пропорции. Это такой creative launchpad или творческая стартовая площадка в полном смысле этого слова. Посмотрите на список имен, с которыми работали How to Work. Это не случайные люди. Это авторы, начиная от звезд гонконгского персонажного андеграунда до мировых величин типа Иштома Нара. Если перечислять эти имена, то это будут такие имена, как Проди Пленг, Рокин Джелли Бин, Иштома Нара, который я упоминал уже, Эрик Со, Кенни Вонг, Бу Бяо Йон, Кахэ Агава, Би Уинг, Джеки Лэ, Мокакуми. И Касин Ланг был одним из тех авторов, с которыми работали How to Work еще до того, как весь мир узнал о лабубу. И здесь начинается самое драматичное — контракт с PopMart. PopMart — это китайский производитель, китайская компания,
которая превратила бизнес-модель или вообще концепцию Art Toys или дизайнерских игрушек, которая состоит из блайндбоксов, художественных серий, ограниченных тиражей, коллабораций, всего вот этого, она превратила это движение в машину по зарабатыванию денег. Сейчас PopMart — это огромная сеть магазинов и вендинговых автоматов по всему миру. Это суперкачественный продакшн самих фигурок и объектов, которые они продают. Это супермощная логистика, максимально агрессивный маркетинг. Про PopMart мы поговорим немножко позже, когда выйдет их очередной годовой или полугодовой отчет, потому что компания публичная, будет интересно заглубиться немножко поглубже и увидеть, что же у них происходит в бизнесе как таковом, как он рос, как он развивался. Про это мы расскажем немножко позже. Так вот, и когда PopMart подписал Кассин Ланга, судьба Лабубу изменилась. Из авторской работы и красивой концепции она превратилась в коммерческий продукт на максималках. Это множество блайндбокс-серий, это аксессуары, плюшевые игрушки, полноростовые куклы в собственном парке развлечений. Но настоящий бум начался, когда персонаж стал фэшн-аксессуаром, мягкой игрушкой с виниловыми вставками и карабином для переноски. Изначально такой дизайн был придуман для персонажа Мончичи компанией Sekiguchi. Он производится до сих пор, был изобретен в 70-х годах. Но PopMart сделали этот дизайн, этот подход к плюшевой игрушке массово и агрессивно. И Лабубу неожиданно или ожидаемо выстрелил. Очереди, перепродажи, ажиотаж. Персонаж, который раньше был известен только в глубоком андеграунде, вдруг стал мемом, трендом и объектом спекуляций. А для меня, если честно, было довольно тяжело наблюдать за этой трансформацией, потому что, с одной стороны, это здорово, что искусство попадает в тираж и получает признание, а с другой стороны, в этом коммерческом тумане, кажется, потерялась сама суть. Давайте честно, не все так гладко. Есть вещи, которые меня как коллекционера и человек из индустрии немножко беспокоят. Хочу их перечислить. Во-первых, повальная коммерциализация. Я не имею в виду то, что PopMart продает собственный продукт. Они делают это максимально честно, замечательно. Они нашли звезду, смогли вырастить чудеснейший продукт. Они честно зарабатывают свои деньги. Но то количество подделок, фейков, так называемых лафуфу, от откровенного брака до довольно качественных реплик, в этом потоке персонаж начинает терять свою уникальность. То, что раньше было уникальным и редким, становится обыденным. Во-вторых, формат блайндбокс. Я обожаю блайндбоксы. Свой самый первый блайндбокс я открыл году, кажется, в 2003-м, и это прекрасно работает для взрослых коллекционеров, то есть азарт, неожиданность, охота. Но когда основными покупателями становятся дети, то покупка больше напоминает гэмблинговые игровые автоматы. И слишком много здесь геймификации, слишком мало осознанного выбора. И в-третьих, для меня это самое болезненное. Кажется, что за агрессивным брендингом PopMart исчез сам автор. Можно спросить у всех, кто такой Лабубу, что такое PopMart. Ответ последует. Но кто это придумал, что стоит за самой идеей, не знает практически никто. И будет неприятно, если Кассин Ланг останется окончательно невидимым в тени собственного творения. Благо. К сожалению, это не уникальная история. Я вижу параллели с другими случаями, когда известность персонажа никаким образом не являлась гарантией успешности автора, узнаваемости и в коммерческом его успехе. Возьмите, к примеру, Hello Kitty. Все знают котенка, все знают его друзей, но мало кто знает автора Юко Шимизу, которая создала его в 1974 году. Или наш олимпийский мишка, символ Олимпиады 80-х, который нарисовал Виктор Чижиков в 1977 году. Образ мишки использовался буквально на всем и стал не только символом Олимпиады 80, но и главным лицом массовой продукции позднего СССР. А по сути был первый случай масштабной, почти капиталистической эксплуатации персонажа, но без участия или выгоды его создателя Виктора Чижикова. Образ мишки стал государственной собственностью, его печатали буквально на всем, на марках, коврах, игрушках, сувенирах, посуде, наносили на здание. Но Чижиков получил единоразовый гонорар, судя по слухам, достаточно значительные 2000 советских рублей, но при этом он не получал ни копейки с коммерческого использования собственного детища. Система не предусматривала роялти для художников-графиков. Потиражные выплаты — это нормальная практика для, режиссеров, писателей, композиторов. А с художниками, насколько я могу судить, такой практики не было, да и, в общем, до сих пор она не особенно развита. Только сейчас единственное, что персонаж становится не собственностью государства, а компании или студии, которая художественный труд автора
использует для собственной выгоды. И нет проблем с собственной выгодой, но при этом имя автора, к сожалению, стирается, и мы очень часто не знаем, кто стоит за самыми популярными, любимыми отечественными персонажами. И поэтому, когда я вижу, как Кассин Ланг исчезает за брендом Pop Mart, исчезает за брендом Labubu, у меня возникает тревожное дежавю. И вот здесь я хочу сказать главное. Несмотря на те проблемы, которые я перечислил, феномен Labubu — это очень хорошо, и вот почему. А Labubu — это все-таки художественный продукт. Массовый, тиражный, коммерческий, но в основе его, как мы уже видели, лежит настоящее искусство. Оригинальная идея не исчезла полностью. Она получила другую форму распространения. И миллионы людей, которые раньше не зашли бы в художественную галерею, не открыли бы альбом с персонажным дизайном, имеют возможность получить доступ к яркой, качественной художественной продукции с интересной эмоцией. Во-вторых, Labubu говорит на языке нескольких поколений одновременно. Я вижу, как взрослые коллекционеры находят в нем отражение собственных внутренних состояний, тревог, радости, меланхолии, а дети просто радуются этому странному, симпатичному созданию. Это редкое качество, чтобы быть понятным и трехлетке, и взрослому состоявшемуся человеку. И в-третьих, для меня это наиболее важно, то, что Labubu — это не персонаж с историей, это не супергерой с супергеройской мотивацией, а это чисто оформленная в узнаваемый образ эмоции. И когда ребенок прижимает себе плюшевого Labubu, он не играет в заложенный в него игровой паттерн, а он испытывает чистую настоящую эмоцию. И я понимаю всю критику, понимаю усталость от массового перепроизводства, но все-таки, когда настоящее искусство прорывается в массы, это всегда хорошо. Потому что альтернатива — это либо хорошие концепции, которые никому недоступны, либо пустышки, которыми довольствуется массовая культура. Labubu — это культурный продукт, который расцвел в руках сильных производителей. Сложно сказать, что будет дальше, каким путем пойдет Кассин Ланг, будет ли ему достаточно того успеха, который есть, или мы увидим от него новых персонажей, новые истории. Успех Labubu, я надеюсь, станет более масштабным продолжением его творческого пути. А пока у нас есть то, что есть. Это милый ушастый персонаж, который заставил миллионы людей по всему миру почувствовать что-то настоящее. Спасибо за внимание. Поделитесь этим видео с тем, кто еще не до конца понял, что это за такая Labubu, или хочет узнать, что это такое. А меня зовут Сергей Сафонов. Здесь я буду рассказывать о мире дизайнерских игрушек, их авторах, работах. Подпишитесь или оставьте комментарии, я не прочь поболтать. Пока.